уже придумала, какую ты будешь рисовать? Не знаю. Блин, левой рукой надо все делать. Привет, ребята! Сегодня с вами снова мы, Алена и Ксюша. У нас новогодняя тема. Каждый год все делают какие-то handmade вещи, и мы в этом году решили сделать такие собственноручные новогодние игрушки на елку. Но все было бы слишком просто. Мы будем разрисовывать их левой рукой. Мы обе правши. Есть акриловые краски, карандашей у нас нет, карандашами разукрашивать ничего не будем, кисточки и вот такие вот наклейки, типа стразы такие разноцветные. Ну, собственно, как Ксюша уже сказала, мы будем рисовать левой рукой и посмотрим, кого будет лучше. И еще одно задание. В процессе мы будем общаться на новогоднюю тему. Вы узнаете, думаю, много нового о нас. Кстати, можете на те же самые вопросы, на которые будем отвечать мы, отвечать в комментариях, мы обязательно почитаем, посмеемся, может быть, поплачем. Я вам также предлагаю что-то на Новый год тоже вместе со своей половинкой сделать, не знаю, может быть, тоже игрушку на елку. У меня есть одна хитрость, но я тебе не скажу. Первый вопрос. Рассказать о своем самом или одном из запоминающихся Новых годов. В ночь с 31 на 1. Был Новый год в поезде, потому что это был первый и последний раз, когда я встречаю Новый год в поезде. Все были пьяные, курили в вагоне, все вообще творили трэш. А у тебя? Так, ну мой самый запоминающийся Новый год, пожалуй, это с 2013 на 2014, когда мы оравой целой из 8 или 9 человек ехали почти что в поезде в электричке на дачу к нашему другу под Тулом. Во-первых, мы опоздали на электричку, на которую собирались утром сесть, потому что слишком долго закупались в Ашане. Во-вторых, мы ждали эту самую следующую электричку еще часа 2 на холоде. Но в итоге все было хорошо, мы успели. Мне кажется, я быстрее это делаю, чем ты. У меня был опыт левой рукой. Я ломала руку, и когда я училась, мне приходилось писать левой рукой, хотя я правша. В чем я успевала. Второй вопрос. Что необычного дарили тебе когда-нибудь именно на Новый год? И что необычного преподносила ты? Несколько лет назад, наверное, уже больше 5 лет назад, на Новый год мне подарила бабушка, крутую кофту, пуховик, потому что она здесь была такая, типа, как пуховик, как жилетка такая, а по бокам были вязаные рукава. Вот, но она ошиблась с размером, она, мне маленькая была, очень было обидно. Так куда ты ее делала в итоге? Она так и лежала в шкафу, пока ее совсем куда-то не дели. Я не помню. Ну, расскажу про подарок необычный, который дарила я. Точнее, как подарок был, может быть, и вполне обычным. Это был свечащийся такой медведь маленький, белый на подставке, вроде как ночника, переливающегося. Но дело в том, что я подарила его, этот подарок, своему лучшему другу, но спустя месяца 4-5 после Нового года. Хотя купила я его заранее. Просто мы то встретиться не могли, то еще что-то. И в итоге как-то в мае, сидя у подруги, я пришла и говорю, вот мой подарок. Держи, просто с Новым годом. Все всегда дарят мне банальщину какую-то. Даже я. А как же открытка, которую я нарисовала?
Да, кстати, открытку Алена сделала сама, своими руками. Как я потом поняла, раза с 50-го, потому что у нее что-то не получалось нарисовать тех самых оленей. Олени же это? Да. Блин, все, я начинаю косить. У меня сердцевина у игрушки получается вообще не сердцевина ни разу. У меня все разукрашено, осталось добавить детали. Офигеть, я стараюсь, а мне и детали добавить. Одним цветом сидит красить все. Хитрюха. Рассказать какую-то смешную историю с празднования прошлого Нового года. Сразу скажу, у меня этих историй много. Мы поехали на Новый год в клуб, и там было много конкурсов. И в один из конкурсов, по-моему, ты меня вытолкнул вообще. Или я сама, я уже не помню, на самом деле. Да, рассказывай, я потом скажу, как было на самом деле. В общем, конкурс был, знаете, наверное, все, когда бегают вокруг стульев, как он правильно называется? Не знаю, как правильно называется, конкурс на выбывание. Ну, в общем, да, конкурс на выбывание. Только там был конкурс не со стульями, а с рюмками алкоголя. Бегали вокруг стола несколько человек, там музыка заиграла, все побежали. Кто не успел рюмку схватить, тот выбыл. Ну, в общем... Мало того, что схватить, еще и выпить надо. Да, нужно было ее выпить залпом. Мне чуть-чуть не хватило. 2 или 3 там стало. 3. Победительница выпила 8 стопок подряд, ну там с интервалом, может, секунд по 30 они бегали. Потом музыка прекращалась, и все, и они должны были пить. Алена сказала о том, что она не помнит, выталкивала ли я ее, или она сама выбежала. Вообще, это один из смешных моментов, когда были какие-то конкурсы, Алена всегда, абсолютно всегда на все выбегала сразу. Она просто слышала фразу «Мне нужны добровольцы» от ведущего и выбегала просто пулей в центр зала, а я в это время стояла и думала «Нет, ну почему?» Когда мы уже в клубе натусились, натанцевались, там где-то под утро, мы решили, что пора бы, в принципе, выдвигаться домой. Почему-то я так и думала, что ты это вспомнишь. В клубе мы были втроем. Я, Алена и наша общая подруга. В общем, мы вызвали такси. Алена села впереди к водителю на пассажирском Ну, я сиденье. же всех домой везу. А мы с подругой сели на заднее сиденье. Пока мы ехали, мы разговаривали, общались. В какой-то момент мы с моей подругой понимаем, что мы разговариваем вдвоем. То есть Алена просто перестала отвечать. Аня, так зовут подругу, сказала такую фразу: «Да, Ален?» На что как бы в такси гробовая тишина. И тут мы четко в этой тишине услышали такое характерное. Мы смеялись, конечно, долго, но когда мы рассказали потом об этом Алене, то есть когда мы Да это все неправда. Да, вот, она сказала то же самое. Нам было очень смешно. Вот что у нас получилось. Мне кажется, у меня круче. У меня круче. У меня круче, да? Ребят, я думаю, вам стоит оценить наши работы. У кого же круче? У меня, конечно же. Нет, моя круче, потому что у меня цветная. Ну, у меня Прям тоже все. цветная. А у тебя зеленая. Так Новый год же. А у меня... Вот она. Я старалась. Если ты говоришь, что у меня фиговая игрушка, значит, извини, вот тебе твоя фиговая игрушка, я рисовала ее для тебя. Это тебя. Ну... Нет, она мне нравится, но мне круче. Мы потом повесим на елочку. На нашу елочку. Или на эту, или на другую. Там будет. В общем, всех с наступающим, ребят. Скоро Новый год. Всех с наступающим.